Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Прямо сейчас со мной на связи американист Алексей Наумов. Алексей, приветствую вас. Да-да, здравствуйте, американист и автор телеграм-канала «Внешпол». Рад всех видеть всегда. Спасибо, очень приятно, что зрители тоже приходят и читают. Всех Да, рад видеть. переходите, читайте, ссылка, как всегда, в описании. Алексей, с места-то в карьер начнем. Слушайте, какая-то странная интрига. Вопрос, как говорится, по вашей кафедре. Значит, появляется загадочный скрин, то ли подделка, то ли написал и удалил, что какая-то большая, связанная с покупкой, новость ждет Россию, я так понимаю, от Трампа, от Америки. Параллельно с этим завирусился Грэм, который якобы договорился, что вот-вот вторичные санкции 500% на, скажем так, на те страны, которые торгуют с Россией. И вот уже прям вот на мази все, договорились, все, вот предоставим возможность, закон проголосуют, и у Трампа будет, внимание, инструмент, чтобы усадить Путина за стол переговоров. Слушайте, потрясающая, интереснейшая, скажем так, комбинация. Вообще никто не ожидал, называется, с долей сарказма говорю я, ввиду происходящих, ну, например, снятия санкций с венгерского проекта атомной электростанции Росатома, ввиду того, что Трамп хоть и там мечется в том плане, что он ничего Ирану не предлагал, но в то же время сообщают, что, в принципе, даже санкции могут поснимать, если Иран будет мирным. То есть мы видим тенденцию. Трамп это не про санкции и вот эти санкции из ада, а наоборот, скажем так, в своей выгоде снятия этого инструмента. Так зачем Грэму давать такой инструмент Трампу? И что вы думаете вокруг этой интриги с загадочным постом, касающимся России? Я думаю, что мы, собственно, в этом самом загадочном посте обещалось, что 30 июня должна произойти новость, которая позитивно отразится на рынках и на бирже. Ну вот, собственно, буквально, да, смотрим. Но я думаю, что, конечно, ничего мы на самом деле не увидим по этому вопросу, и никаких шокирующих новостей не будет. Что касается законопроекта, вот упомянутого вами сенатора Линдси Грэма, который, как мы знаем, вообще в России террористом признан и экстремистом, там такая история. В чем проблема? Изначально Грэм хотел принять закон, который обяжет Дональда Трампа ввести санкции против России. То есть, условно говоря, законопроект принимается, автоматически вводятся санкции. Но в результате переговоров с Белым домом, переговоров с администрацией Трампа, законопроект был изменен. Теперь он даст полномочия Дональду Трампу вводить санкции против России и против союзников России, ну как бы союзников в кавычках, понятное дело, то есть тех, кто покупает российские энергоресурсы. То есть, по сути, законопроектом Дональд Трамп будет вооружен новым инструментом по введению санкций, по введению пошлин на тех, кто покупает российские энергоресурсы. Это на самом деле довольно излишняя мера, поскольку Дональд Трамп, в общем-то, и так полновластен вводить те тарифы, которые он хочет, но, по крайней мере, здесь будет какое-то законодательное этому подкрепление. Мы видели, что ему не нужна была поддержка со стороны Конгресса, когда он вводил свои так называемые тарифы в день освобождения. И поэтому просто у Дональда Трампа будут дополнительные полномочия, которые, как он считает, могут ему дать козыри в переговорах с Владимиром Путиным. Я не думаю, конечно, что это, честно говоря, является каким-то козырем. Смотрите, вот что предлагается по этому законопроекту. То есть, вот, например, Турция, Индия, Китай покупают российские энергоресурсы. Против них вводится 500% таможенная пошлина. То есть буквально это меры, которые в первую очередь бьют по другим государствам, которые Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы на самом деле иметь на своей стороне, чтобы налаживать с ними свои собственные отношения. Вот обратите внимание, сейчас Дональд Трамп, например, готовит огромный визит в Китай. Он должен поехать в окружении десятков руководителей крупнейших компаний, налаживать отношения и устанавливать какую-то, заключать новую торговую сделку. И вот это значит такой приоритет Дональда Трампа. И что он сейчас ради того, чтобы надавить на Россию, все это разрушит, введя 500% пошлины на все китайские товары? Как он вообще себе это представляет? То есть, на самом деле, это довольно... это красиво звучащая мера,
500% пошлины. А по факту, ну вот Турция, хорошо, ладно. Турция и так, как мы понимаем, в НАТО, например, является, ну, такой довольно независимой, самостоятельной страной, да, и покупает еще, мы помним, давно российские комплексы С-400. Ну и в целом Эрдоган такой политик, что называется, своенравный. Ну, давайте еще его оттолкнем, что называется, от США, введя 500% таможенные пошлины. Ну, в общем-то, на самом деле, это такая себе история. Я думаю, что мы увидим сейчас какое-то дальнейшее движение в сторону урегулирования российско-украинского конфликта со стороны Трампа, потому что закончилась ирано-израильская история. Ну, не закончилась, но как бы ее активная фаза закончилась. Но вот саммит НАТО прошел, вот, собственно, идут боевые действия. Ну, здесь скорее вот это будет иметь последствия, чем какие-то новые действия Дональда Трампа. Он во многом исчерпал имеющийся у него инструментарий, и вот этот инструментарий законопроекта на самом деле ничего нового ему не добавит. И что касается вашего вот этого вопроса о том, что вообще хочет сделать Дональд Трамп. Дональд Трамп — человек, который наводит хаос, наводит беспорядок и пытается в этом беспорядке поймать рыбку. Поймать какой-то вот шанс для США заключить выгодную сделку. То он Канаду присоединяет 51-м штатам, якобы, то он Гренландию забирает, то Панамский канал возвращает в родную гавань. Но это все ерунда на самом деле. Это все нужно для создания какой-то ситуации, чтобы люди такие: что? Вот вы знаете, перед вами сидит какой-нибудь вот жулик на рынке и крутит вот эти вот баночки. Тут у вас Гренландия, тут у вас Канада, тут у вас Панамский канал. А тут он вам раз подсовывает заключить какой-то договор, который ему выгоден. Так что да, Дональд Трамп хочет в первую очередь иметь выгоду для США. Для этого он готов пользоваться рядом инструментов, в том числе военный, как мы видим на примере Ирана. Но, что называется, у него нету в голове какого-то крестового похода, что ему нужно разгромить ось зла, что ему нужно победить Путина, что ему нужно вот что-то такое сделать. Ему денег нужно заработать и поставить Америку в выгодное экономическое положение по отношению к другим странам. И в этом плане все, что ведет к выгоде, хорошо, а все, что не ведет к выгоде, соответственно, плохо. Ну, Грэм, получается, клоун? Да, это правда, и это большая проблема, потому что, ну, казалось бы, сенатор, да, вот такой, дядька такой серьезный. А по факту, во-первых, мало того, что человек не совсем или совсем не понимает, как идут дела на самом деле. Я приводил вам пример в прошлом, кажется, нашем выпуске, в прошлой беседе, когда он говорил Питу Хексету, главе Пентагона: Путин собирается нападать на Европу? Вы послушайте, что он сам говорит. Конечно, собирается. Вы его слышали вообще? При этом Путин как бы говорит ровно, постоянно говорит противоположное. Но Грэма это не смущает. Соответственно, Грэм, понимаете, американские политики, у них конкурентная политическая среда. Им нужно выглядеть мощно и хорошо. И сенатору Грэму, террористу-экстремисту любимому, что называется, чтобы переизбраться, нужно выглядеть круто. Нужно иметь этот образ политика, который позволит ему выглядит серьезно. Помните, когда началась война Ирана и Израиля, он написал, типа, игра началась. Для него война — это игра, вот эти вот страны на международной арене — это такие фигуры, которые какие-то движения совершают. То есть он как будто сидит в своей комнате и двигает фигурки, и при этом пытается выглядеть самым классным, самым крутым мужиком вокруг. Поэтому, да, сенатор Грэм клоун. И это плохо, потому что хочется во главе такой мощной страны, как Соединенные Штаты, видеть, конечно, людей рассудительных и разумных. Но имеем то, что имеем. Конкурентная политическая среда часто приводит к тому, что избираются люди совершенно безумные и странные. Ну вот, типа, Дональд Трамп не странный у нас, что ли? В любом случае, конечно, нестандартный такой человек, несмотря на, как бы, многие позитивные вещи, которые о нем можно сказать, как о носителе какой-то идеологии, да, вот противостоящей всемирному левому повороту, левому движению. Алексей, если вот все-таки попытаться с тех позиций, которые мы имеем сейчас, простроить дальнейшие шаги в урегулировании российско-украинского конфликта. Ведь, опять-таки, да, немножко там подсыпав внутрянки, прям вирусным стало видео, да, когда Трамп шутит, а Рубио за его спиной стоит и гримасничает. В каком плане гримасничает? Для
проформы смеется, но на самом деле у него другое настроение. Да? И вот эта быстро меняющаяся картинка мимики лица всем очень понравилась, и под музычку запилили, в общем, разошлось по интернетам неимоверным тиражом вот это вот, скажем так, дело. Рубио всегда считали, ну, человека, ответственного за внешнюю политику американскую, всегда считали не совсем, ну, там, трампистом, не совсем маговцем, засланным казачком, если уж так проще говорить. И вот это, наверное, и играет определенную, ну, такую важную роль в том, чтобы попытаться понять, как будет строить внешнеполитический контур Америка в вопросе как раз-таки урегулирования. Потому что, с одной стороны, мы там улыбаемся, с другой стороны, мы понимаем, что настроение совершенно другое. Так и здесь. Вроде как должен начинаться третий раунд Стамбула. Обмены вроде позади, но, может, еще кого-то доменяют, там числа особо не называют, но мы понимаем, что череда обменов, которая прошла, плюс там передача тел, плюс, скажем так, обмен больных, там на скорых обменивали. То есть этот этап заканчивается и фактически закончен. Но даты нового раунда мы пока не видим. Что может предложить Америка? И как вы видите вот этот расклад, что, ну и Путин об этом упоминал, да, о том, что там Турция может принять следующий этап, и вообще вовсю сейчас обсуждается тема встреч лидеров. У украинской стороны вообще говорят, лидеры должны встретиться вот после вот этого этапа. Какие, ну не то что козыри, ну финты припасли американцы? Что думаете? Ну, вы знаете, все-таки ситуация касательно урегулирования в первую очередь зависит от желания и готовности какой-либо из сторон идти на уступки. Ситуация сохраняется прежней, в том плане, что ни Россия не готова идти на уступки, ни Украина не готова идти на уступки. То есть каждая страна считает, что продолжение боевых действий приведет к улучшению ее позиций на поле боя и, соответственно, в некоем переговорном треке. Мы видим, что украинская сторона продолжает надеяться на помощь со стороны Европейского Союза, на помощь со стороны НАТО. Я уверен, что мы с вами еще поговорим про саммит НАТО и про его последствия. Российская сторона полагает, что наступление летнее, которое вот было объявлено в первую очередь, конечно, медиа, да, то есть понятно, что наступление шло всегда, но очевидно есть какая-то кампания сейчас. И вот CNN выходила с заголовком, что в Сумской области Россия сосредоточила 110 тысяч солдат. Это все как бы открытые данные, пишут западные медиа. Не знаю, как там на самом деле, но пишут, что якобы готовится какой-то вот масштабный удар, масштабный рывок. И, соответственно, у американской стороны сейчас нету какого-то козыря, который мог бы радикально изменить ситуацию на поле боя. Если мы почитаем даже западную аналитику, ну, понятно, что западная аналитика говорила, что российская экономика должна за 2-3 месяца окончательно прекратить свое существование. Но сейчас мы видим, что все равно, даже несмотря на сложности, тут и Путин, например, лично признавал, что за высокие военные расходы страна заплатила и платит инфляцией, и что в целом он хотел бы сократить военный бюджет. Но даже западные аналитики признают, что Россия способна в краткосрочной и среднесрочной перспективе без особых проблем поддерживать огромную армию и ее наступление. Соответственно, Россия не видит никаких причин сейчас отказываться от своих целей, поскольку она считает, что если мы дальше будем действовать, то все ближе будем к этим целям приближаться. Украинская сторона пока не чувствует разгрома. Мы видим, что, собственно, вооруженные силы Украины продолжают сопротивление, продолжают оборону. Где-то вот даже, если мы судим по открытым картам, иногда какие-то локальные успехи, которые, конечно, не меняют совершенно картины. Но работает армия, работает государство, работают все эти механизмы. К тому же обещается внешняя поддержка. То есть, казалось бы, нет сейчас тоже резона со стороны Украины идти на какие-то уступки. Что может предложить Дональд Трамп? На самом деле не очень много. Он не может бомбить Россию так, как он бомбит Иран. Во-первых, потому что это непредставимо с точки зрения взаимных ядерных арсеналов. Кроме того, это не поможет его цели, в общем-то, заключить с Россией какую-то сделку. Мы видим, что, например, на саммите НАТО Дональд Трамп говорит, что
Владимир Путин, кажется, он использовал слово misguided, то есть вот он как бы немного сбит с толку, немного он куда-то вот не туда идет, он как бы нормальный парень, но вот, но что же он, вот что же он? Соответственно, он полагает, что может как-то здесь воздействовать на российского президента дипломатическими мерами убеждения. Не только потому, что он такой большой дипломат, а потому что силовые меры, как уже стало понятно, успеха здесь не возымеют. Поэтому американская администрация продолжит вот так вот валандаться, что называется, из стороны в сторону, продолжит делать какие-то громкие заявления, но по факту рычагов воздействия у нее нету. Ни на Зеленского, ни на Путина тем более. Это вот большая история, что Дональд Трамп не может заставить Европейский Союз повлиять на Зеленского, потому что Европейский Союз, вот сейчас же, да, говорят, приехал с необъявленным визитом глава Министерства иностранных дел Германии, и вот он говорит, да, что сейчас будет решаться, будут ли уважаться в Европе права человека и достоинства. И, конечно, да, смешно видеть, когда достоинство буквально украинских мужчин заключается в том, чтобы их засовывали в автобус и везли без должной подготовки умирать на фронт. Ну, как бы, вот они, Европейский Союз, в это реально верят. И это большая проблема. Мы привыкли анализировать действия государств с точки зрения рациональности, что каждый поступок государства не эмоционален, а рационален. За ним стоит какая-то аналитика, за ним стоят какие-то решения умных, казалось бы, людей. Но дело в том, что Европейский Союз – это объединение во многом идеологическое. Это объединение, которое построено на идее, и для них идеи имеют большое значение. Вот они считают, что Украина права, и ее надо поддерживать, а то, что для этого нету инструментов, ну пока-то это не чувствуется. Вот вы построили огромную лестницу на деревянной основе, она уже трещит, ломается, но пока вроде не сломана, ну и можно, собственно, дальше поддерживать. Поэтому констатируем, что в общем-то, продолжится сейчас конфликт с той же интенсивностью, с которой он идет все эти месяцы, пока не предвидится каких-то объективных оснований для изменения ситуации. И я думаю, что таким основанием может быть, как я говорил, какое-то чувствительное поражение, которое будет нанесено украинской стороне, что заставит украинское общество осознать, что дальнейшее сопротивление ведет только к ухудшению ситуации, ну или какие-то черные лебеди, форс-мажоры, не знаю, это внезапный уход со сцены лидеров государств, но, честно говоря, пока такого не просматривается. Ну, вы знаете, тут вообще по поводу Европы много таких подтекстов. Даже если брать того же Путина, который говорит о том, что, смотрите, с одной стороны, то есть это абсолютное противоречие. Тут российская экономика рассыпается, да, то есть беда, и все там выписывают. Сейчас прям есть прям отдельное. Они немножко завязаны на Украине, немножко там, скажем так, лоббируется вот эта история в западных СМИ. Это мы тоже наблюдаем, что вот смотрите, катастрофа. Рост, на самом деле, экономики России дутый за счет производства оружия, за счет войны. На самом деле все ужас и кошмар. Но как при этом ужасе и кошмаре нападать на НАТО? Ну, то есть сохранять вот эту угрозу. Ведь это же прямое противоречие. Если там Россия настолько слаба, и война в Украине настолько ослабила Россию, то о какой угрозе там ударов по странам НАТО, не знаю, вторжение в Прибалтику, нападение на Польшу, вот это все, да, то есть то, что в планах вычитывается, о чем можно говорить? То есть не работает основополагающий, фундаментальный принцип, по которому стригут европейских налогоплательщиков и поддерживают, так сказать, тонус. Ну, когда, мол, давайте возобновим там Мерц, например, былую силу армии и там призыв возобновим, вот это все, милитаризация европейского уклада жизни. То есть это не вяжется. Если завтра Россия там рухнет экономически, то как одно с другим сочетается, никто не понимает. Ну, совершенно верно. Это как раз показывает нам, что в Европейском Союзе отсутствует в этом плане рациональное мышление. Россия одновременно слаба, ничтожна и ни на что не способна, но при этом всесильно, страшная и нападет буквально вот завтра. И
Это не только касается, на самом деле, оценки действий России. Вот давайте посмотрим. Например, прошедший саммит НАТО как раз показал, да, что, значит, принято решение повысить расходы до 5%. При этом из них 3% идут на военные нужды, 3,5%, прошу прощения, а оставшиеся 1,5% идут на связанные с военными расходами нужды, например, на дороги, мосты и инфраструктуру. Откуда брать деньги? Непонятно. Вот, господин Мерц, вы действительно упомянули про армию, показательные были опросы в Германии не так давно, что большинство людей поддерживает идею о возобновлении призыва в армию. Но среди людей, которых в армию, собственно, будут призывать от 18 до 29 лет, 7,6% выступают против, резко против этого призыва в армию. Плюс совершенно непонятно, откуда брать деньги. Вот для чего используется вот эта история с тем, что Россия вот-вот нападет. Для мобилизации людей, чтобы они были готовы платить. Вы знаете, был такой президент Европейской комиссии не так давно. Его звали Жан-Клод Юнкер. У него была потрясающая фраза. «Мы знаем, — говорил Юнкер, — что нужно сделать, но мы не знаем, как потом переизбраться, когда мы сделаем то, что нужно». То есть дело в том, что сейчас, вот предположим, хорошо, они начнут тратить деньги на вооружение, Россия при этом нападать не будет. И люди спросят, а хорошо, танки, самолеты, там, тачки, пулеметы, все хорошо, но как бы зачем? Почему мы свернули свой проект социального государства, почему мы свернули все выплаты, для чего? Для того, чтобы Россия не напала? И это интересная история. Потом те самые люди, которые принимали решение о повышении расходов до 5%, их, может быть, уже и не останется никого после следующего выборного цикла. Обратите внимание на контраст между саммитом НАТО прошлого года и саммитом НАТО этого года. В прошлом году все осудили российские удары. Путь Украины в НАТО неминуем. Путь Украины в НАТО неизбежен. Украина, Грузия, все будут в НАТО. Прошел год буквально. Изменилось все на 180 градусов. То есть люди делают заявление как будто на века. Украина будет в НАТО. Год проходит, меняется просто американский президент, и все развернулось. Это все, что нужно понимать о долгосрочности и о надежности заявлений западных политиков. Вспомните заявление Джо Байдена с самого начала. «Мы будем поддерживать Украину так долго, как это необходимо». Прошел год. «Мы будем поддерживать Украину так долго, как это будет возможно». Прошло еще как бы там пару лет, и что? И где Байден, и где Америка, и где Украина? То есть необходимо понимать, что в условиях сменяемости власти регулярной невозможно строить долгосрочные планы. Я не оцениваю там сменяемость власти хорошо или сменяемость власти плохо. Моральные оценки лежат вне компетенций аналитика, как правило. И, собственно, мы видим, что факт остается фактом. Слова, которые говорят западные политики, совершенно легко могут разойтись с делом, потому что один человек говорит одно, а завтра приходит другой человек. Нету никакой постоянной вечной Германии, нету никаких постоянных вечных Соединенных Штатов Америки. Мы привыкли думать этими категориями, как будто у нас большая шахматная доска, и на ней стоит фигура Германии. Нет фигуры Германии. Завтра альтернатива для Германии изберется, и она повернется на 180 градусов. То есть надо понимать, что то, что обещано на саммите НАТО, ну, дай бог, в рамках действия полномочий политиков, которые это говорят, будет реализовываться. А может быть, вообще и не будет, потому что сейчас действительно непонятно, откуда брать деньги. Они хотят повышать расходы, треть государств НАТО и 2% не тратит, которые необходимо тратить по решению 2014 года. 11 лет прошло, а они так и 2% не тратят. Да-да, сейчас, конечно, 5 будут тратить. Конечно. В общем, ну это буквально все, что нужно понимать про горизонт планирования западных политиков и про оценку объективную ситуации на земле и ситуацию с поддержкой. Так что слова они говорят громкие, приятно говорить хорошие слова. Ну вот правда, вы говорите, вот давайте порепетируем. Я на стороне добра, я на стороне справедливости, я прав. Правда, приятно все это говорить. Но как бы реалии на земле совершенно другие. Но это неприятно. А приятно делать то, что приятно. Вообще, конечно, знаете, вот эта история с эмоциональным подтекстом и составляющим разных фраз и заявлений, действительно, визит министра необъявленный иностранных дел Германии в Киев и вся вот эта шумиха, она ну вот очень сильно контрастирует с ситуацией на фронте.
Причем осторожничают, причем мы видим, как осторожничают. Там россияне заявляют одно, украинская сторона заявляет другое, но движение по фронту идет. Прежде всего в Донецкой области начинается движение в Запорожской области, плацдармы, продвижение, ну и вот так. Да. Причем жуткая мобилизация. Сегодня такой прецедент был, что Россия ударила в Кривом Рогу по ТЦК. То есть этого не было. И многие задавались вопросом, мол, смотрите, люди добрые, то есть, казалось бы, ТЦК – это военный объект, ТЦК – это резервы пополнения. То есть можно свободно объяснить, почему вы выбиваете военкоматы, но этого Россия не делала. Сделала вот только сегодня, то есть сейчас, в этот период. Ну, может быть, как бы это просто залетел какой-то дрон, может, это нецеленаправленная история с выбиванием военкоматов. Но если посмотреть на вот в эту сторону немножко стратегически, то как бы, ну, ударили по ТЦК, но то, что творит ТЦК последние дни, и то, какая риторика внутри Украины по отношению к ТЦК, что все на самом деле должны любить ТЦК, а они любят и вооруженные бьют, как в Одессе в центре, и, в общем, женщин задувают баллончиками с газом, которые вступаются за мужчин, причем мужчины, видно, что коммунальный работник в жилетке, да, оранжевой, нет, они его ведут, там женщины вступаются. То есть мы видим этот процесс, да, действительно, и с точки зрения вот этого перехода это очень интересное явление. И по фронту движение идет. Идет движение, идут, скажем так, эти проблемы. И вот так немножко, знаете, пытаются фиговым листком прикрыть вот это изменение. Но удары серьезные, массированные. Правду, конечно, не говорят и с удовольствием показывают разрывы там возле гражданских объектов, поражение домов. Но большинство-то, понятное дело, не показывают, куда бьет Россия. И тут же возникает, почему я привожу эти примеры? Тут вот такой запас прочности, да? Тут два момента ключевых. Запас прочности, надежда на американские, там, не знаю, ПВО, закупку оружия. Ведь мы, по сути, не слышим, что американцы согласились чего-то продавать Украине за европейские деньги. Вроде как не против, но никто ничего не продает. И тут возникает главный момент. Так, а правда ли, что Трамп или там американцы, или их усилия способны вот это остановить? Или здесь мы все-таки приходим к какому-то логичному концу, да? То есть где там остановится условно Россия на поле боя, когда посчитает, что все цели в тылу Украины поражены, уничтожены, вот тогда, собственно, и будет некая остановка. Но вы знаете, здесь конец войны очевиден на самом деле. И даже при Джо Байдене, при той ситуации, когда Соединенные Штаты были рекордсменом по количеству поставленных Украине вооружений и денег, фронт катился в одном направлении. Сейчас, когда ситуация изменилась, и хорошо, окей, предположим, Дональд Трамп продаст Украине в счет ресурсов редкоземельных металлов и так далее, продаст какие-то ракеты «Патриот». Что это изменит? То есть буквально, понимаете, мы... Помните, вот на первых фазах конфликта была такая история, когда Запад передавал все больше и больше вооружений, разной номенклатуры. Джевелины, помните, дали в самом еще до начала, и ой, там был какой шум, все, там российские танки, значит, перестали существовать. Передавали гаубицы М777, передавали хаймерсы, передавали ракеты Storm Shadow, передавали самолеты, передавали танки. И каждый раз это сопровождалось довольно большой медиакомпанией, что вот, наконец-то, русские получат по заслугам. И каждый раз это все проваливалось, потому что динамика фронта – дело довольно бессердечное и дело довольно совершенно не подверженное эмоциям. Нету какого-то вот момент наступил, все поворотное событие. Нет, безусловно, такого нет и не будет. Другое дело, что мы видим, что, по сути, боевые действия во многом перешли в боевые действия дронов. Несколько миллионов там дронов выпускает как одна, так и другая страна. Это что касается именно дронов фронтовых, ФПВ-дронов, которые бьют по технике, бьют по людям. И, соответственно, разворачивается производство беспилотников для дальнего поражения объектов в тылу. Но
это не меняет большой глобальной картины. Что касается ваших слов и вашего вопроса про ТЦК и про то, что, да, по сути, российская армия оказывается на одной стороне буквально с людьми, которые не хотят идти на фронт и гибнуть там за Зеленского без всякой надежды на победу. Я все же не вижу здесь оснований для ожидания какого-то, не знаю, там, восстания и так далее. Пока работают государственные механизмы, в первую очередь механизмы принуждения, люди, как правило, считают, что это типа своя сторона и довольно эффективно. Если рядом с вами какого-то мужика запихивают в автобус и тащат в ТЦК, вы такие: о, блин, государственная машина принуждения работает, значит, эти шестерни крутятся, значит, механизмы продолжают эффективные действия. И поэтому, окей, ладно, я, пожалуй, там, я недоволен, конечно, но ничего говорить не буду, а то еще предателем объявят, в тюрьму кинут или вообще отправят на фронт, и там вот тоже новояз обнулят. Поэтому, безусловно, я не думаю, что мы находимся на пороге какого-то глобального коренного перелома, так как война на истощение предполагает довольно вот эту тягомотную историю с истощением. Я бы от чего предостерегал? Я вижу, что среди украинских наблюдателей есть большое желание смотреть, сколько квадратных километров земли заняла российская армия, и потом это проецировать на 5, 10, 15, 20, 30, 50 лет. Так не работают боевые действия. Цель боевых действий — это не захват земель конкретных, там, 5 километров, 10 километров, а уничтожение вражеской армии и, соответственно, уничтожение способности государства руководить этой армией. Поэтому растущие проблемы с новобранцами, растущие проблемы с боеприпасами, усталость общества от бесполезной войны, поскольку Украина от боевых действий ничего не приобретает, а только теряет. Это важно понимать. Должны дать каскадный эффект. И мы помним, что в Первую мировую войну фронт очень долго не двигался, а потом задвигался так, что мы знаем, что было буквально глобальное переформатирование мира. Так что хочется, конечно, ожидать какого-то события, чтобы уж все наконец. Я уверен, что все хотят, чтобы ситуация эта была закончена. Но, к сожалению, условия на земле пока диктуют продолжение этого конфликта. Когда украинское общество осознает бесперспективность дальнейших боевых действий, тогда мы и увидим эту ситуацию. Но вот мы видим, что всякие саммиты НАТО, где Зеленского ставят подальше от Дональда Трампа, а о Украине никто даже особо не заикается, как в интервью, по-моему, в Foreign Policy говорил бывший министр обороны одной из стран НАТО: Украина? Какая Украина? Ну, то есть, все понятно. Ну да, ну это тоже как бы свидетельство такого коренного перелома, того, к чему привыкли все, Мгм. и это ребят пропагандистским образом. Если, ну я попрошу вас это сделать, все-таки немножко прокомментировать ситуацию в Беларуси. Слушайте, ну опять страшилки и пугалки, прям учения в Беларуси совместно российско-белорусские, да, прямо какая-то угроза. Причем Мгм. это перебрасывается угрозой на Европу, Прибалтику, и в Украине тоже об этом говорят. Но тут же очень, очень важный такой момент происходит. Мы видим, как не работает система политического принуждения. Ну вот, или как политического влияния. То есть она работает с такой интересной спецификой. Ну вот смотрите, Беларусь, да, Лукашенко отпускает Тихановского. Тот получает паспорт, выступает на митингах и вот показывает, что вот есть такая там заграничная оппозиция, которая как бы там паспорта раздает, уже сидит. Сам выход из-за стенок, посвященный Келлогу Тихановского, оценивается уже сейчас по прошествию там недели, да, полторы. Так достаточно как удар по этой же самой оппозиции. И вот, но они сидят все равно, кем-то спонсируются, чего-то ждут, да, то есть какого-то будущего, такая, знаете, спящая ячейка, но за пределами Беларуси, вот, а потом, когда что-то произойдет, вот они вводят своих этих товарищей. То есть технология показала свою несостоятельность политического вот этого влияния и, там, по смене режима. Шатает Сербию технология, студенческий Майдан, петарды, вот то, что видели в Грузии, там отголоски с Майданом, вот детей бьют Киевом, да.
Ну, как бы Вучич все равно стоит на своем, полиция разгоняет протестующих, они второй день собираются. Ну, то есть технология протестов не работает, технология альтернативной власти не работает. Получается, вот мысль такая, да, приходит, что работает только военная технология. То есть мы уже перешли стадию, когда условная там улица могла чего-то поменять в политическом руководстве той или иной страны. Причем не бог, давайте так, откровенно, не бог весь какие сильные страны, я имею в виду, если посмотреть объективно на показатели страны, Сербия, да, то есть, ну, не сказать, что там прям такая, не знаю, там, железная страна, железная рука, и там власть все любят, и все там хорошо. Да нет. Ну, то есть даже такую страну, как Сербия, мы не раскачаем Майданом. Ну и Беларусь. Сказать, что сильная страна, нет, сосед сильный, да, там с Россией, понятно, коммуникация, союзное государство. Но сказать, что очень уж там все, как бы, ну там, мертвой хваткой с диктатором Лукашенко. Можно. Там Беларусь тоже это переживала, да, там, в 2020 году. Но, тем не менее, ничего не получилось. Получается, единственный способ влиять на режим – это война. Но и здесь мы упираемся тоже в какой-то тупик. Ну, повоевали 12 дней с Ираном, Аятолла сохранился. Да? Биби Нетаньяху ездит по судам, Трамп ругается, что елки-палки, он герой войны, а вы его судите за там растраты, ну, в общем, в Израиле там 3 уголовных дела, кажется, шьют Нетаньяху. Но все секретно, понятное дело. Не до этого сейчас война. То есть и война как не способ поменять что-то. То есть демократия не работает, а вот эти 3 элемента, которые там извне могут чего-то изменить в любой гипотетической стране, тоже не работают. Мы приходим к тупику, тупику влияния, что ли. Мгм. Что Да, думаете? Да, совершенно верно. Я хотел бы, прежде чем начать отвечать на ваш вопрос, обратить внимание на Дональда Трампа. Он тут намекнул, что если с Нетаньяху не снимут обвинения, то, возможно, военную помощь Израилю прекратит. Оцените красоту игры. Как быстро мы пришли к тому, что государство, ну, самое крупное, самое мощное по экономике, по военной силе, да, формально, стало буквально инструментом одного человека. Не понадобились никакие революции, не понадобилась никакая гражданская война. Просто пришел один мужик и сказал: если вы с моего друга не снимете обвинения, моя страна, прекратит вам, вашей стране, военную помощь. Вау, кто бы мог подумать. Да, что касается ответа на ваш вопрос, действительно, мы понимаем, что сейчас единственным инструментом смены власти со стороны является прямая военная оккупация. В случае невозможности этой военной оккупации никакие другие действия не приведут вас к желаемой смене власти. Невозможно режим, правящий в Иране, на израильских бомбах и даже на американских глубинных бетонобойных бомбах GBU-57 принести туда невозможно. Соответственно, мы на самом деле должны понять, ну не мы, конечно, мы-то с вами понимаем, в Восточной Европе таких иллюзий нету, но дело в том, что западная политическая мысль очень часто выродилась в какое-то манихейство. Есть добро, есть зло. Добро должно победить зло. Если зло не победило, значит битва еще не закончена, добро нужно поддерживать еще сильнее. На самом деле мы живем в реальном мире. В реальном мире государства управляются не идеальными людьми. Кто-то из них там частично злой, кто-то из них частично добрый, но в целом на самом деле эти категории мало применимы к управлению государствами. Каждое государство действует по нескольким вполне очевидным принципам. Оно заботится о своих интересах, оно пытается аккумулировать как можно больше ресурсов, и оно не очень сильно доверяет другим государствам. То есть, скорее, недоверие – это норма, а доверие – это исключение. В этом плане, например, Европейский Союз демонстрирует хороший пример, хотя мы понимаем, что и внутри Европейского Союза конфликтов хватает. Соответственно, если вы понимаете, как работает мир, вы понимаете, что вам нужно для того, чтобы было меньше войн, чтобы люди могли торговать, чтобы люди могли жить спокойно, вам нужно взаимодействовать с теми людьми, которые вам не нравятся. Вам не нравится, что Айталла Хаменеи похож на мужика в халате. Но извините, это не ваше дело. Он управляет 90-миллионной страной. Нравится вам, не нравится, значит, с ним нужно говорить. Нужно пытаться найти с ним точки соприкосновения. Нужно отстаивать ваши интересы, ну и немножко, что называется, дать ему отстаивать его интересы. Не нравится вам Владимир Путин? Ну, пожалуйста. Но так вышло, что он руководит огромной страной с ядерным арсеналом и месте в Совете Безопасности ООН. И он говорит, что испытывает
озабоченности в области безопасности из-за приближения НАТО к его границам. Вы можете, конечно, называть его там орком, можете его называть, как там еще футбольные фанаты называют, но как бы это не меняет ситуации, что вам нужно с ним работать, вам нужно с ним взаимодействовать. Политика – это буквально взаимодействие с не очень приятными людьми. Это не боление за вашу команду. Вперед красные, вперед синие, вперед белые. Это буквально неприятная деятельность. Вам нужно... Вот не нравится, например, вам Владимир Путин. Ну, вам надо с ним взаимодействовать. Не нравится Айтала Хаминеи, не нравится Нетаньяху. Ну, придется с ним работать. И мы сейчас видим, что действительно... Та картина мира, которую я описал, это, в общем-то, реалистическая теория международных отношений, скорее наступательный реализм, Джон Мершаймер, все наши дорогие люди, говорит нам о том, что, как бы, да, есть национальный интерес у вас и у вашего этого контрагента. Так давайте говорите, давайте учитывать национальные интересы друг друга, и тогда все будет хорошо. А если вы пытаетесь мыслить мир как в сказке, как в фильме «Марвел», где есть Мордор, Фродо, кольцо, то реальность будет вас постоянно вот так вот макать лицом в грязь, говорить, что нет, никто не является Сауроном, никто не является Фродо, у всех свои недостатки. Но, опять же, понимаете, мы с вами говорили про мир розовых пони. Розовые пони, на самом деле, довольно опасные существа, потому что вы думаете, что с ними все хорошо, а они в итоге вас к смерти буквально ведут. Это то, что получается сейчас. Поэтому я думаю, что невозможность майданов, я бы не видел в каждом народном выступлении Майдан. В Сербии, например, нельзя назвать его прям антироссийским, да, вот эти выступления. Вучич, правда, у него есть свои собственные политические проблемы и так далее. Но это не работает. Что касается еще, вкратце остановлюсь, если вы хотите где-нибудь провести цветную революцию, надо помнить, что никогда улица не является единственным нужным вам актором. Для начала вам нужен раскол элит. В рамках раскола элит одна из групп опирается на народные выступления, использует их как аргумент, как рычаг, как ломик и приходит к власти. Мы видели такую ситуацию на Украине, да, когда, или в Украине, если вашим зрителям больше нравится, мы видели, когда на Майдан опиралась часть элит, которая была настроена против Януковича. Она использовала его как вот этот рычаг и, соответственно, свергла, соответственно, как бы буквально снесла власть Януковича, который, как бы к нему не относиться, был легитимно избранным президентом и заслуживал того, чтобы свой срок досидеть. А уж потом его можно было бы переизбрать. Как мы знаем, Украина – страна, которая прекрасно проводила мирную смену власти, но вот в итоге имеет то, что имеет. Так что да, единственным инструментом смены власти в другой стране остается военная оккупация. Военная оккупация в современных условиях довольно сложна, довольно затратна и не то чтобы легко осуществима, поэтому факт остается фактом. Вам необходимо общаться с неприятными вам людьми и учитывать их национальные интересы и не считать никого безусловно добром или безусловно злом. Но это если интересы национальные. Вот если отталкиваться от этого, например, посмотреть, ну, например, да, вот Зеленский, да, вот как его менять? И национальные ли интересы преследует Зеленский? Это хороший вопрос. Это, безусловно, тот вопрос, ответ на который необходимо дать в первую очередь гражданам Украины. Понятно, что Зеленский лично привязан к идущему сейчас конфликту, и Владимира Зеленского ничего хорошего не ждет по его окончании, тем более, если это окончание будет таким, каким оно, скорее всего, будет. Почему в Стамбуле было не договориться? Вот, например, вопрос, который можно задать Владимиру Зеленскому. И, безусловно, когда есть ситуация, когда вам кажется, что лидер использует свою государственную власть в личных интересах, чтобы продолжать держаться за кресло без выборов, всех уверяя в своей легитимности, все равно инструмент остается прежним. Нужен раскол элит, но так как ситуация на Украине сейчас довольно жестка в плане внутриполитического режима, пока этого не происходит. Но видите, как получается. Зеленский сохраняет власть, Зеленский продолжает отправлять украинских мужчин на войну, не имеющую большой перспективы, и никто не может ему помешать. Ну вот, собственно, видите, если снаружи пока это ничего не получается, а изнутри, ну где те элиты, которые
соответственно, должны выступать от имени украинского народа. Нас же учили с вами в рамках западных ценностей, что есть арабский народ, это россияне, а есть свободолюбивые украинцы. Ну вот где же свободолюбие, когда людей запихивают в автобусы и везут на убой? Где же свободолюбие, когда нарушаются права, людей не выпускают за границу, людей расстреливают как собак в этой Тисе несчастной? Где? Вот такой вопрос. Так что не нужно строить никаких иллюзий, не нужно называть людей орками, рабами или свободолюбивыми. Есть всегда жесткая реальность, и с ней всем приходится сталкиваться. Ну вот мы видим, к чему приводит ситуация, когда, по сути, у людей нету какого-то человека, который может их интересы представить и защитить, а все люди, которые хотят это делать, объявляются российскими агентами, против них вводятся санкции. Вам привет, Александр. И, соответственно, имеем то, что имеем, по сути, узурпацию. Не только мне. Там ну, я просто, 8 конечно, тысяч человек, вы прекрасно представляете, что это такое, насколько это... Ну, тоже 8 тысяч. Штука. 8 тысяч, Да. ну, то есть это, и причем, и сколько еще по СИЗО, причем по СИЗО, то есть нет приговора, не доказана вина, просто человек сидит закрытый в клетке и ждет чего-то. Ну, понятно, чего он ждет, смены власти. Ну, то есть, потому что, может, придет новый, как-то пересмотрит эту всю историю. Ну, завершить я хотел бы, ну, очень интересно, кстати, зашла у нас беседа о там инструментах, да. Начали с инструментами, получается, заканчиваем по поводу смены режимов, смены власти. Ситуацию хочу, чтобы вы прокомментировали России и Азербайджана сейчас. Екатеринбург. Задержание за организованную преступность, заказы, покушения, убийства 2001 и там чуть-чуть дальше. Ну, короче, 20 плюс лет назад эти события. И, соответственно, есть какие-то уважаемые азербайджанцы, которых приняли. Причем приняли там жестко, 2 по официальной версии, 5 по неофициальной версии, то ли в момент задержания, то ли в застенках. В общем, ликвидировали, убили. Ну, они умерли. Тут как бы следствие говорит, что там был сердечный приступ, родственники жертв говорят, что убили. Тут понятно, верить. Ну, смотрите, то есть ситуация, да, мы видим эту ситуацию. Я бы хотел, и понятно, Азербайджан включает там свою машину, сейчас идет прям такое соревнование с украинским телевидением, официальным государственное телевидение Азербайджана рассказывает о том, как, в общем, злая Россия, в общем, со времен Советского Союза, со времен империи, вот это Сталин вот. там, да-да-да. Сталин, вот это все, так сказать, унижал народы, да, а мы уже 30 лет независимые, а вот это шовинизм продолжается, Путин такой-сякой, в общем, русские прежде всего, а вот наши народы истреблялись, да, в этой семье народов СССР, и, соответственно, дальше это продолжается. Ну и такие интересные ролики, причем мне очень интересно было смотреть эти фрагменты, которые разошлись. Слушайте, по картинке один в один Киселев на России-1. Один в один. Учатся у лучших, да, буквально. Ну то есть мы видим, что точно такая же подача, там такие же отъезды, такая же картинка, такая же тональность, этот седовласый ведущий ходит, там чего-то. Ну, в общем, мы понимаем. То есть нешуточная история, отменены все культурные российские мероприятия в Азербайджане до конца года, пока так. Назревает большая буря. Ну вот, в чем зреет эта большая буря? Есть очень много таких теоретиков, что, вот смотрите, то есть британцы, англичанка, которая гадит, которая там внедрена и рулит Турцией. Турция там принимала Пашиняна, Пашинян там Армения, да, вот, Азербайджан очень это друг вообще Турции, вот это все через британское вот это вот щупальце, а там сменился глава Ми-6 Митревелли, которая там вообще потомок украинского... Да-да, дед-нацист. Да-да-да. Дед-нацист, вот это все. То есть и это вот такой вот, это сейчас делается, чтобы ударить в подбрюшье России. Ну, такая очень лютая, но очень интересная такая диспозиция, которую я хотел бы с вами рассмотреть. Но ведь по большому счету, а мы видим те же самые механизмы и инструменты, когда, условно, азербайджанцев в России много. Есть уважаемые, есть не очень люди.
Аппарат государственный применил в Екатеринбурге, да, к каким-то элитам. Но эти элиты, которые пострадали, вот этот прецедент выставляется на противостояние народов. И начинается вот этот розжиг. Сработает, не сработает, что вы думаете об этой ситуации? И англичанка, потомок украинского нациста, гадит. Вы знаете, дело в том, что очень приятно верить в какую-то сложную версию. Дело в том, что люди, давайте будем честны, люди в тех сферах, которые не разбираются, которые не занимаются ими профессионально, им приятно выглядеть умными в этой сфере, чтобы друзьям потом рассказать. Что думаешь там? Так-то все? Нет, смотри, вот Митревели, а у нее дед нацист, и вот этот нацист, дед ее, значит, там родил, и она вот потом то, потом все. Как правило, такие теории не работают, потому что действительно, чем проще объяснение, тем, как правило, оно оказывается более верным. Смотрите, давайте рассмотрим кейс России и Азербайджана. Дело в том, что не так важно, что произошло. Я не буду комментировать обстоятельства дела, потому что я его не знаю. Следствие говорит одно, родственники пострадавших, погибших говорят другое. И на самом деле не так важна суть самого дела, как важна его реакция на это дело. Действия государства, любого, как правило, не носят никогда эмоционального характера. Государство – это участник международных отношений довольно безэмоциональный, рациональный и спокойный. Для чего-то руководством Азербайджана было принято решение эту тему максимально раздувать. То есть не предлагать помощь за кулисами. Мы прекрасно понимаем, как работает на постсоветском пространстве политика. Если вам правда что-то интересно, телефон есть, вы звоните, вы переговариваетесь. Когда вы начинаете такую мощную публичную кампанию в медиа, кроме того, эта кампания в медиа переходит те границы, которые раньше были не переходимы. Например, я обратил внимание на репортаж АЗ-ТВ. Там говорится, в частности, о том, что в России, значит, якобы идет систематическая кампания исламофобии. За нее лично несет ответственность президент Путин. И, соответственно, действия России на Украине там характеризуются в максимально недопустимых с точки зрения российского нарратива терминах. То есть переходятся эти границы, переходятся они не случайно. Мы понимаем, что медиакомпания в Азербайджане не может идти, особенно в государственных медиа. АЗ-ТВ – это государственный телеканал. Не может идти без благословения вышестоящего руководства. Соответственно, это решение было чем-то продиктовано. Продиктовано оно может быть двумя основаниями. Первое – это непониманием того, что есть некоторые рамки, за которые переходить нельзя. Потому что можно критиковать отдельные недостатки, можно обращать на них внимание, можно высказывать свою озабоченность судьбой жертв. Это правда странная история. И правда всем гражданам России хотелось бы разобраться, в чем дело. Почему люди при задержании оказались мертвы. В чем как бы история. Но перевод это в контекст российско-азербайджанских отношений, тем более российско-исламских отношений, это вообще заход буквально за красные линии. Я, конечно, посмотрел этот скандальный репортаж. Хотелось бы напомнить, что за время советской власти население Азербайджана выросло в 3 раза, были построены многочисленные квартиры, больницы, Азербайджан-фильм был основан, и буквально здравница, житница и кузница был советский Баку. Но дело на самом деле не в этом. Значит, сейчас руководство Азербайджанской республики приняло решение пойти на обострение. Для чего? Как я говорил, может быть, это было непонимание, что можно делать, а что нельзя. Потому что обострение может позволить вам в рамках двусторонних переговоров что-то себе истребовать. Типа, смотри, какая страшная история. Мы, конечно, готовы закрыть на это глаза, но давайте вот здесь договоримся по какому-то чувствительному для нас экономическому вопросу. Второе, это, конечно, вот еще одна вам теория заговора. Смотрите, Азербайджан находится на перепутье между Западом и Востоком, между Россией и Западом. Азербайджан продает газ, продает нефть в Европейский Союз. Азербайджан также закупает газ у России. Вопрос, какой газ он на самом деле продает в Европейский Союз? Ответ, кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет, как, знаете, шутили в Советском Союзе. Поэтому это может быть использовано как демонстрация своей независимости от России, чтобы продолжать вот эти самые поставки газа. Но может быть таким цивилизационным выбором президента Алиева, который буквально решил опираться на Турцию, которая имеет огромные проблемы в экономике. Посмотрите на инфляцию, это лидер по инфляции, страна буквально банкрот.
И на Израиль, но мы понимаем, что для Израиля тоже, да, как бы сегодня одно и завтра другое. Так что это решение было принято намеренно, обострять эту ситуацию. Ответ на этот вопрос, почему оно было принято, даст нам судьба экономического взаимодействия России и Азербайджана. Если это экономическое взаимодействие будет продолжено, значит, это элемент торгов. Это такое театральное выступление на внешнюю публику. Если же разрыв будет окончательным, значит, это было решение азербайджанских властей использовать этот повод, использовать повод с погибшим самолетом азербайджанских авиалиний для публичного и, во многом, необратимого разрыва с Россией. Потому что те заявления, которые прозвучали в эфире азербайджанских государственных медиа, российские государственные медиа, несмотря на то, что там есть люди, которые симпатизируют Армении и там армянской позиции по Карабаху, никогда не оскорбляли президента Алиева, никогда не оскорбляли характер власти президентской в Азербайджане и так далее. Так что смотрим на экономическое взаимодействие, и это даст нам ответ, насколько этот разрыв реален и окончателен, или насколько это такая штука для внешнего зрителя, чтобы никто не задавал вопросы по экономическому взаимодействию. Меня это все, конечно, не радует. Я считаю, что Россия и Азербайджан могли бы взаимодействовать, у них есть для этого буквально и логистические связи, и экономические связи, и историческо-культурные, но как бы политики поступают так, как они поступают. Алексей Наумов был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам большое. Всем спокойной недели. Подписывайтесь на телеграм-канал Внешпол. Традиционно всех буду рад видеть. Спасибо большое, друзья. Берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.